Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие. Как ваши дела сегодня? Ульяна, привет. Как ваше настроение? Здравствуйте. Надеюсь, что здравствуйте. Рада видеть вас всех. Настя. Как ваши каникулы проходят? Сейчас мы подождем еще буквально 2 минутки, окей? Для того, чтобы все собрались. И начнем. Супер. У нас с вами сегодня просто супер интересная тема. Я так рада, на самом деле, что я нашла Роберта и пригласила его к нам, потому что у него не было там Инстаграма или чего-то, тем более на русском языке. И я знаю, что в России нигде не найти такую информацию, и тантрическая нумерология у нас никак не представлена. Я лично читала книжки, переведенные на русский, и посчитала свои цифры, и, в общем-то, и все. Ничего мне это не сказала, я ничего по ним не поняла, никаких инсайтов у меня вообще не происходило, и там 2 книги я читала. И когда я встретилась с Роберто, взяла у него консультацию, я поняла, что осваивать по книжкам или по статьям в интернете нумерологию просто невозможно, потому что там написано о каждой цифре отдельно, а Роберто дает именно понимание, да, на консультациях, как они, как цифры, числа, как они связаны друг с дружкой, как они говорят друг с дружкой, и смотрит на всю вашу карту целиком. К тому же его опыт глубочайший просто. Он 20 лет Сатнам Расаян, 20 лет следует за Гурудевом, представляете? И он уже 16 лет преподает Сатнам Расаян, 1 и 2 уровень, 16 лет. И, конечно, то понимание нумерологии, которым он владеет, оно совершенно другом, на глубочайшем уровне находится. Очень тонко, очень глубоко он чувствует числа и как они между собой взаимосвязаны, и как они отражаются в человеке. И что самое главное, самое крутое, в том, что на консультации он не просто рассказывает вам, да, вот у вас такие-то числа, такие-то числа, он дает рекомендации, практику, медитации, гомеопатию, также он разбирается просто мастерски в камнях, подбирает камни и многие-многие другие вещи из разных традиций, которые помогут именно сбалансировать те проблемы, которые у вас есть. Okay, Roberto, are you here? Первый раз я буду такой прямой эфир вести с параллельным переводом. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы, любые, которые у вас есть, и переводить.
Okay. Hi. Can you hear me? Yes, very good. Okay. It's perfect. Hi. Thank you so much that you join us. Thank you for inviting me. All Yes. right. So, hello everybody, and I'm going to tell you a few things about the way I look at numerology. Okay. Я вам расскажу несколько вещей, как я вижу нумерологию. Uh, Gurudev Singh has been given a few classes on numerology in the past. Гурудев давал несколько классов по нумерологии в прошлом. For people who practice Sadnam Rasayan or teach Sadnam Rasayan. Для людей, которые практикуют Сатнам Расаян или учат Сатнам Расаян. And that's why I got interested in numerology, basically. И именно поэтому я и заинтересовался нумерологией. The patient comes in, no? Когда пациент приходит, And your brain starts saying, what are you going to say? He's going to ask you something and you won't be able to answer. What are you going to tell the patient? Okay. и ты начинаешь думать, пациент приходит, и начинаешь думать, что ему сказать, он будет задавать вопросы, нужно что-то ему сказать. And numerology is like taking a picture of the patient. А нумерология это как сфотографировать пациента. It gives you a starting point. Okay? Это дает точку отсчета. But as with all these techniques, you have to develop intuition to use it. Но вместе с этими всеми техниками нужно выработать интуицию, чтобы их использовать. You make a chart with 5 numbers. Мы делаем карту из 5 цифр, 5 чисел. And you have to feel how the numbers talk to each other. И мы должны чувствовать, как числа говорят друг с другом. It's like for instance, one of the numbers is the gift. You have a gift. Например, одно число — это подарок, which is given to you when you are born. Okay? То, что дано тебе с рождения, по праву рождения. It's like, say, I will be able to ride the bicycle like a champion. That's your gift. Например, ваш дар — это умение ездить на велосипеде. Your karma number says, no way, you're not going to be able to ride a bicycle. А ваше кармическое число, ваш вызов, говорит, нет, ты не будешь ездить на велосипеде. So these two numbers start fighting each other. И два этих числа начинают бороться друг с другом. And some other number comes in, and it will be другие числа появляются. It will be crucial for deciding who wins, if the karma wins or if the gift wins. Да, и важно, что выигрывает. Карма выигрывает или ваш дар, ваш подарок выигрывает. So the final thing about numerology is learning to feel, to sense how the numbers talk to each other. То есть главная цель нумерологии — это почувствовать, как числа взаимодействуют, как они говорят друг с другом. Okay, just to tell you something boring now. Сейчас что-то скучное вам буду рассказывать. There are many numerologies, okay? Очень много нумерологических систем. This one is based, if you do Kundalini yoga, you know at least that there are 10 gurus in the tradition, no? In the Sikh tradition. И на чем основана тантрическая нумерология в кундалини-йоге? Если вы практикуете кундалини-йогу, вы знаете, что существует в сикхской традиции 10 гуру. Okay, each guru corresponds to a number. И каждый гуру соответствует числу. So Guru Nanak, who is the first guru, corresponds to number 1. Гуру Нанак, первый гуру, соответствует числу 1. А напишите плюсик,
Sorry, one moment, please. That's okay. I want to ask people who is practicing Kundalini yoga already. Yes? Напишите плюсик, кто практикует кундалини йогу из вас. That's the people who practicing Kundalini yoga. They will put plus. Okay. It doesn't matter. It doesn't matter really. Yes. Okay. Это не так важно. The way I look at numerology is to give you some hints about your personality. Как я смотрю на нумерологию, чтобы дать вам понимание вас самих. So it doesn't matter if you don't practice Kundalini yoga. И это не важно, если вы не практикуете кундалини йогу. Otherwise, I would say, oh, you don't practice, then you don't deserve numerology. Это не то, что если вы не практикуете кундалини йогу, вы недостойны нумерологии. Okay, so in the tradition, in this Indian tradition of the Sikh religion, okay. В этой индийской традиции сикхской религии, сикхов, the numbers come before the master, before the guru. Числа, они идут перед гуру. Okay, so number one is okay. Guru Nanak, who is the first guru, projects number one. It's not the other way around. It's not that number one is a manifestation of the Guru Nanak. Guru Nanak is a manifestation of the number. The number comes before. Да, число 1, оно как бы идет перед, и Гуру Нанак — это манифестация, то есть раскрытие числа 1, а не наоборот. Число 1 — это число 1 раскрытие Гуру Нанака, нет. So in Tantric numerology, we have 10 numbers, and these numbers correspond to 10 gurus. И в тантрической нумерологии у нас есть 10 чисел, и эти 10 чисел соответствуют 10 гуру. And each guru corresponds to some qualities of your mind. И эти 10 гуру соответствуют 10 качествам вашего сознания. Yogi Bhajan calls these the 10 bodies. И Йоги Баджан назвал это 10 телами. And number 5 is the physical body. Okay. Номер 5 это физическое тело. All the other bodies are part of the mind or part of your energetic field. They are not bodies. Остальные 9 тел — это просто часть вашего сознания или часть вашего энергетического поля. Это не как бы физические какие-то тела, да? For instance, number 7 is your aura, your electromagnetic field. Например, седьмой номер — это аура, ваше электромагнитное поле. And you can only sacrifice number 5, which is your physical body. You can commit suicide. Commit suicide. You can sacrifice number 5, which is your physical body. Да, только физическое тело можете разрушить, принести в жертву. But you cannot kill your electromagnetic field. Но вы не можете убить свое электромагнитное поле. Where do you shoot to kill? It's impossible, no? Где вы будете, куда вы будете стрелять, чтобы убить свое электромагнитное поле? And then when the 10th guru was about to die, he decided был близок к смерти. He decided not to nominate a successor. He decided not to nominate another guru. И он решил дальше не продолжать, не выбирать следующего 11-го гуру. He put together all the poems, all the poetry, all the prayers of the gurus before him. И он собрал вместе все писания, да, священные, все поэмы, все стихи, все писания, все молитвы, он собрал их вместе. In a single book.
в одну книгу. which is a very big book. It takes 3 days to read the whole book. Очень большая книга, требуется 3 дня, чтобы прочитать эту книгу. And that's the last number. Number 11 is the book. И это 11 число. 11 число — это книга. It is the number which contains all the other number. И 11 — это число, которое содержит в себе все остальные числа. So if you have number 11 in your numbers, Так что если у вас есть число 11 в ваших числах, you think you're really great. вы думаете, что вы думаете, что вы очень крутой. But it can be a big disaster. Но это может быть и большая проблема. Because you go very high, but if you fall from very high. Потому что вы поднимаетесь очень высоко, но если вы падаете с очень высокой, с очень большой высоты. So that's the end of the historical part. Okay. Okay, thank you. And let me just show you how it works very quickly. Should they take a paper? If they want. Возьмите лист бумаги или блокнот, ручку, что-нибудь, чтобы сейчас посчитать свои цифры. Can you see it? It's a mirror. It's mirror. Then I should write backwards, but I don't know how to write. Try to write backwards. Anyway, the date that you were born, the day that you were born, день, когда вы были рождены, is your soul. Это ваша душа. То есть, если вы рождены, допустим, 15-го, июля 15, это ваши числа. Это ваша душа, число вашей души. This is what you have to become in your life. You have to become your soul. Число вашей души — это то, чем вы хотите стать в вашей жизни. Then we have the karma, which is the month. Затем у нас есть карма, это месяц вашего рождения. And the karma is always creating problems. И карма всегда создает проблемы. That's the job of the karma, to create problems all the time. Это работа кармы — создавать все время нам проблемы. And you cannot get rid of karma. It will follow you. И вы не можете избавиться от кармы. It will follow you until the last day of your life. Она будет вас преследовать до последнего дня жизни. Okay? Then we have the last 2 numbers in the year that you were born. Следующее число 3. Вы записываете, да? Поставьте плюсик, если вы успеваете. Первые 2. Первое это... one moment, please. Первое число — это ваш день рождения, да? Второе — это месяц рождения, там 6, 7, 8, да? И 3 — это последние 2 числа вашего года рождения. Допустим, там, 87-й год, вот 8 плюс 7 — это ваше число следующее. Yeah. If you were born in 1985, если вы были рождены в 1985, your gift is 85. Your gift is 85. 8 plus 5 makes 13. 8 плюс 5 это 13. And 13 is 1 plus 3, so the final number is 4. А 13 это 1 плюс 3, так что финальное число это 4. И точно так же с первым, да, числом, первым и вторым. That's your gift number 4. Да, так что ваш дар это 4, да? 1 плюс 3 это 4. Yeah. If you have gift 4, you are a good girl. Если у вас дар 4, то вы хорошая девочка. But then you also have to look at the karma. Но также нужно смотреть и на карму. Because if the karma is stronger than your gift, then you're no longer a good girl. Потому что если ваша карма все-таки сильнее, чем ваш дар перевешивает, то вы тогда не хорошая девочка. Не поняла последнее, что? Нет, не нужно ничего делить. Смотрите, they asking questions. Первое число — это
день вашего рождения. Допустим, ваш день рождения — это 16.07.85. Вот первое число 16, это 1 плюс 6, это семерка. Мы складываем только до 11, понимаете? То есть все числа, которые после 11, их нужно сложить. 12 мы уже складываем как 1 плюс 2, это будет 3. 11 мы не складываем, то есть чисел всего 11, от 1 до 11. И получается 1 плюс 6 это 7. Потом второе ваше число это месяц рождения, там семерка. Или если вы в декабре рождены, то это 1 плюс 2, тройка. Да, и третье число это дар. Если у вас 1985, то складываем два последних числа, 8 плюс 5. 8 плюс 5 это 13. 13 больше 11, значит, складываем еще раз 1 плюс 3, это будет 4. Третье число 4. Can you explain it again? No, it's okay. Десятка дальше не складываем. Мы оставляем все цифры до 11. 11 это число. А если уже 12, то тогда мы складываем 1 плюс 2, 3. Yeah. They asking if they should plus 10, 1 plus 0, or 11 plus these numbers, and I'm telling them that you only should plus after 11. Yeah. Okay, yes. Well, 11 sometimes, when 11 doesn't work, it becomes 1 plus 1, 2. But that's a very specific case. It's a very specific case. Специфический кейс иногда плюсует 1 плюс 1 в 11, если 11 не работает. It's called tantric numerology because 11 is a tantric number. Это называется тантрическая нумерология, потому что 11 это тантрическое число. У вас должно 3 сейчас числа получиться. Первое это дата рождения, второй месяц, и третье два последних цифры вашего года. 3 числа. 11 is 1 looking at 1. That's 11. 11 это 1, который смотрит на 1. Like in the Tantra yoga, no? Как в тантра-йоге. 1 на 1. And if 11 doesn't work, then it becomes 1 plus 1. Если 11 не работает, это становится 1 плюс 1. Okay? So it's like in the Tantra, you have the masculine and the feminine energy that look at each other, no? Да, в тантрической йоге у нас есть, да, мужская и женская энергия, которые смотрят друг на друга. And they can become one, no? They can combine. Они могут стать одним единицей, одним могут стать. But if the mother-in-law comes home, но если ваша мачеха приходит домой, then you start fighting all the time, okay? Они начинают бороться. And so instead of having one, you have 1 and 1. Да, и вместо того, чтобы стать одним целым, они становятся 1 плюс 1. А не мачеха, mother-in-law это свекровь. The mother of your husband, not the mother-in-law. Мужчина и женщина, да. Поняли? Мужчина и женщина. Они могут стать одним, но если вмешивается теща, то они тогда становятся 1 плюс 1. Okay. Теща. Try to be serious again. Теперь снова серьезными становимся. Numerology is not a system for predicting the future. Нумерология — это не система для предсказания будущего. Что за числа нужно писать? Я вылетела с чата. Ничего, себе просто запишите эти три числа. Like, if you come to me and say, I met a wonderful man, do you think we are having a good relationship? Если вы придете ко мне и скажете, я встретила чудесного мужчину, как вы думаете, у нас получится хорошие отношения? I don't tell you yes or no, because it depends on you and on him, not on the numbers. Я не скажу вам да или нет, потому что это зависит от вас и от него, а не от цифр. The future is already written in a way. Будущее уже написано. But we have to work to make it as good as possible.
Но мы должны работать, чтобы сделать его лучшим из возможного. Otherwise, you become depressed. No, you say, "Oh, it's already, you know, the universe already knows what's going to happen. So why should I make the effort?" No? And then you become depressed. Да, но you become depressed when what? If you start thinking that the future is already written, Если вы then начнете, you stop making effort and you become depressed. но если вы начнете думать, что будущее уже написано за вас, и вы ничего не можете изменить, и вы тогда перестанете делать какие-то попытки, действия, потому что и впадете в депрессию, поэтому так тоже не нужно. So what I can do with numerology, or what we can do with numerology, is see the positive and the negative tendencies of you and the positive and negative tendency of the other person. И что мы можем сделать через нумерологию? Посмотреть положительные и негативные тенденции у вас и посмотреть позитивные и негативные тенденции у вашего партнера. With numerology, I can say that this man is afraid of not being intelligent, for instance. Например, я могу сказать, что этот мужчина afraid of being intelligent. Of not being intelligent. Он боится быть неумным. So I can give you, with numerology, I can give you some advice on how to relate to this person. И через нумерологию я могу вам дать совет, как взаимодействовать с вашим партнером. If you start making jokes with a man like this, if you start making jokes about how stupid he is, even if it's a joke, he's not gonna like it. Да, например, если вы начнете шутить над тем, что он глупый, ему это не понравится. Because his numbers give him a tendency to think that he's not intelligent. Потому что его цифры дают ему тенденцию думать, что он не умный. So if you make a joke about the fact that he's not intelligent, he's going to see it as a confirmation of the fact that he's not intelligent. Так что если вы будете шутить над его интеллектом, он это воспримет как подтверждение того, что он глупый. Then he becomes afraid of you. И он начнет бояться вас. And a man afraid of a woman is the worst thing that can happen to a human being. Мужчина, который боится женщин, это худшее, что может вообще случиться. Forget it, you know. Забудьте об этом. So this is something that you can do with numerology. You can also. Через нумерологию. What I like to do sometimes is, if somebody comes and they have children. И что мне также нравится, если кто-то приходит ко мне и у него есть дети, we can work out together some tips for the best way in order to develop the children in the best possible way. То мы можем работать, понять какие-то такие крючочки, как взаимодействовать с ребенком в лучшем варианте. You know, it's like the numbers will tell you what you can do to be a good mother and what you have to avoid to be a good mother. И числа могут вам сказать, что вам делать, чтобы быть хорошей мамой, или чего избегать, чтобы быть хорошей мамой. You can also do it with a family. И вы также можете это делать с семьей. Like you have the parents and 2 children, for instance. Например, да, 2 родителей, 2 детей, и вы для всей семьи можете понять, как вам взаимодействовать. If it's an Italian mafia family with 15 children, it becomes more complicated. Если у вас мафия итальянская с 15 детьми, то это становится более сложным. Maybe Gurudev can do it, but not me. Может быть, Гурудев это сможет сделать, но не я. I'm sure he can do it, but okay. So maybe if they want to ask some questions, you know, I can. Yeah, you told about 3 numbers. They're asking about 2 numbers. 2 other numbers. Oh, okay. Yeah, sorry. Then, okay, so we have the soul, karma, Это душа, карма и дар. the gift,
and then the 4 years the 4 numbers of the year together is called the destiny. И теперь складывайте 4 числа вашего года, допустим, 1985, сложите 1 плюс 9 плюс 8 плюс 5. Это число вашей судьбы. То есть вы складываете 1 плюс 8, 9, 1 плюс 9, 10. Нет, это не связано с астрологией. 1 плюс 9, 10, плюс 8, 18, плюс 5, 23, 2 плюс 3 равно 5. Получается число судьбы пятерка. That was a long translation for what I said. Yes, Okay, so the destiny number is the inheritance from your family, what you are getting from your family. Число судьбы – это число, которое вы получили в наследство от вашей семьи. Это тоже дар. What has been transmitted to you by your family, the values of your family. Это то, что было вам как бы доставлено от вашего рода, да, может быть, не ваших там родителей, а от вашего рода. Это ваш дар. A lot of people also use this number to define what comes from former life in reincarnation. И также это можно определить как то, что к вам приходит из прошлых жизней, из прошлых реинкарнаций. Gurudev never uses this number for reincarnation. Гурудев не использует это как реинкарнации. Because then the person will say, oh, you believe in reincarnation? Tell me about reincarnation. Иначе просто человек спросит, ой, вы верите в реинкарнацию? Расскажите мне про реинкарнацию. And really nobody knows anything about reincarnation, so it's a waste of time. Да, это трата времени. Никто не знает точно про реинкарнацию. Да, душа, карма, дар, судьба. Of course, there are things that come from your former lives, okay? Конечно, есть вещи, которые пришли к вам из прошлых жизней. But it's just easier to say that they come from your family. Ну, просто проще сказать, что они пришли к вам из вашей семьи или из вашего рода. Wherever they come from, they come. Okay? Неважно, куда они пришли. If your destiny is number 9, the qualities of number 9 have something to do with you. It doesn't matter if it comes from your grandfather or from Napoleon, because you are a reincarnation of Napoleon. You know, it's still number 9. Да, неважно, если у вас есть число 9, вы просто должны работать с числом 9, оно у вас просто есть и влияет на вас. Неважно, откуда оно пришло, может быть, из вашей прошлой реинкарнации Наполеона. We have a question. If two persons born in one day, Okay. what it tell you about? Then, it happened to me last year that I was at a friend's house. В прошлом году со мной это случилось. Я был в доме у друзей. And then somebody came with 2 children. И кто-то пришел с 2 детьми. And the children were twins. И дети были близнецы. My friend said, oh, my Santok can give you numerology of the children. И они спросили, Санток, ты можешь дать нумерологию для детей? They just thought, oh no, twins, please. Я подумал, боже, близнецы. Your capacity to read people with the same numbers, for me, depends on your sensibility with Sadnamrazayan. Для меня возможность читать карту людей с одинаковыми картами только через чувствительность, через Сатнамрасаян. Насколько вы можете чувствовать людей через именно Сатнамрасаян. Let me give you an example. If you are born in 1950, for instance, если вы, допустим, рождены в 1950-м, your gift is 50. 50 makes 5. So your gift is 5. Ваш дар это 5. 50, да, 5 плюс 0, 5. If we go into the description of number 5 has many qualities. В описании числа 5 имеет множество качеств. Can be a teacher. Это может быть учитель.
very well. Sorry, connection. A good We singer. lost connection. A good singer. Певец, хороший певец, да, учитель, первое, потом певец, пятая чакра. Somebody who is always available to help other people and to sacrifice himself for other people. И тот, кто может помогать другим людям и жертвовать, приносить себя в жертву, тоже число качества. Somebody who has a strong body. Кто-то, у кого сильное физическое тело, тоже качество пятерки. Somebody who relates very well to the sounds of the words, not to the meaning, but to the sounds. И тот, кто может, имеет способность слышать значение звуков, то есть не через слова, а чувствовать звуки. So if you have two people with the same date, то есть если у вас есть два человека с одной датой, you have to try and feel which qualities of that number are working for one and which qualities are working for the other. то тогда вам нужно просто чувствовать, да, вот через сад нам бросаем, чувствовать, какое качество соотносится с этим человеком, а какое качество соотносится с этим человеком. То есть, как вы понимаете, по книжкам, да, не выучите это. It's like if you have a gift 7 is the magnetic field, the aura, not the aura, the aura. Например, у вас есть дар семерки. 7 is the electromagnetic field. Which is also the aura, no? The aura. Yes. Семерка это электромагнитное поле или аура. So I have two young men who have the same number in the gift. Например, два молодых человека, молодых парня, у которых семерка в даре. One is desperate because he cannot find a girlfriend. Один несчастный, потому что он не может найти девушку. And the other one has so many girls who want him that he has to run away. А у другого так много девушек, что он не может как от них сбежать. They have the same gift, but the number works in a different way. It's the same number, but it works in a different way. У них есть один дар, но числа работают разными способами. They have the same gift, they have the same karma, they have everything the same, but the numbers talk to each other. Но эти числа друг с другом по-другому просто борются, по-другому работают. Okay? It's more difficult if you're doing it to two people with the same numbers. Так что это сложно делать, более сложно, если два человека с одинаковыми числами. But there are few chances that you have two people coming to you with the same birth date. Но это очень маленький шанс, что к вам придут люди с одинаковыми датами рождения. And even less chances that you have two twins coming together to talk to you, like I did last year. Еще меньше шансов, что придут близнецы. So you can, in this case, I usually start with the main qualities of the number. Так что я начинаю с главными качествами этих чисел. Like I say, your numbers tell me that you can be a really good cook, for instance. Например, ваши числа могут сказать мне, что вы можете быть хорошим поваром. And the guy says, I am terrible. I don't even know how to cook a tea. А человек вам говорит, я вообще не могу готовить, я даже не знаю, как приготовить чай. Then I have to find out which other number is blocking his gift to be a good cook. Тогда мы должны найти, какое число из остальных блокирует его в том, что он не может готовить. What I'm trying to get to is that the numbers are not mechanical. То, что я пытаюсь до вас донести, то, что числа не механистические. You cannot read it in a book. One number, like, second number. It's like 3HO as a numerology page. You
And you На write. сайте 3HO есть, 3HO на сайте есть эта нумерологическая страничка, и там про все числа написаны, но то, что пытается Роберто до нас донести, то, что нельзя вот так вот взять каждое число в отдельности, посмотреть там по книжке или в интернете и сделать какой-то вывод, потому что все числа надо понимать, как они друг с другом работают. They asking if they have the same numbers, 3, 6, 6, 6, 6, the same numbers. That's the beast in the Bible, 666. 666, это у вас сатана, Satan, Go to the priest. дьявол. Go to the priest to get. No. If you have, okay, there are very, very few cases that people have 4 times the same number. Очень-очень редкие случаи, когда 4 раза повторяется одно и то же число. There is a famous an American millionaire who lived in Venice, in Italy. Американский миллионер, который живет в Венеции. And she was a collector of paintings. И он был коллекционер картин. And her name is Peggy Guggenheim. There is a museum now in Venice, the Peggy Guggenheim Museum of Modern Art. Peggy Guggenheim. Да, музей Гугенхайм. Да. I don't remember her date, but she has the number 8 4 times in 4 positions. Не помню ее дату рождения, но у нее число 8 в 4 местах. If you have the same number in several positions, it means that your road is very clear. Если у вас есть число в разных позициях, это значит, что ваша роль очень ясна. But if there is a traffic jam, you don't know where to go. А ваша дорога очень ясна, но если у вас есть пробки, то вы не знаете, как туда попасть. If your numbers are all different, если все цифры разные, you can always find another road, no? То вы всегда можете найти другую дорогу. But you can very easily get lost. Но вы очень легко можете потеряться. Ask if this makes, ask if the answer is clear. Вам понятно? То есть, если у вас одинаковые числа, то тогда ваша дорога ясна, у вас как бы один путь, да? Но вы можете застрять, потому что у вас другого как бы нет в обход. У вас один путь. Если у вас много разных чисел, то у вас много разных путей. Вы можете разными способами прийти к цели. Но в этом случае вы можете просто потеряться в этих разных путях. Все понятно? Вам поставьте плюсик, если понятно. Does it make sense? Did I answer the question? Ответил ли на вопрос Роберто? Где смотреть числа? Что вы имеете в виду, где их смотреть? Мы рассказали, как 4 числа ваши сейчас посчитать. Вы были сначала? Мы не говорим сегодня, невозможно, вы понимаете, сейчас невозможно рассказать про каждое число в отдельности, это невозможно. У нас сейчас такие базовые основы по нумерологии. Роберто не может вам сейчас всем абсолютно рассказать все ваши карты. Как посчитать, мы считали, посмотрите в записи просто эфир, мы не можем повторять еще раз. Okay. There is one last number. И последнее, 5 число у нас осталось. Which is the sum of all the numbers, the date, the month, and the year. Это сумма всех ваших чисел. Ваша дата рождения, месяц и все числа года. То есть, например, если вы рождены 15.07.1985, то вы тогда складываете 1 плюс 5 плюс 7 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 5. Складываете это, пока не будет 11 и меньше. Если 12 еще...
Okay. This number is called the way, the path. It tells you which where to go. Это число называется путь. Он показывает вам, в какую сторону идти. Это ваш путь. Okay? So basically we have two positive numbers, the gift and the destiny. Так что у нас есть два положительных числа. Это ваш дар и ваша судьба. We have two difficult numbers, the karma and the soul. У нас есть два трудных числа. Это душа и карма. Because the karma is a constant obstacle. То есть карма — это постоянное препятствие, которое никогда не закончится. And the soul is your destination point. This is what you have to become. You have to become your soul. So it's difficult. It's the job of your life, no? И число души — это ваша конечная точка, к которой вы должны прийти. То есть это ваша работа в течение жизни прийти к своей душе. Это ваша цель. Поэтому это тоже сложное число, трудное, да, оно как бы в минусе, что вам нужно это выработать в себе. То есть вы вырабатываете число души, да, чтобы прийти к своей душе. С кармой вы сражаетесь всю жизнь, и это два, получается, трудных числа. А два хороших числа — это дар и судьба, которые по году рождения, да, мы считаем. 30 — это 3, да. Okay, can I add one more thing? Yes. When I teach numerology, I say you have to learn everything about every number, and once you learn it, you have to forget it. Когда я учу нумерологию, я говорю, вы должны изучить все о каждом числе. Тогда, когда вы выучили это, вы должны это все забыть. Because you have to train yourself to develop intuitions about the numbers, okay? Потому что вам нужно себя натренировать, чтобы выработать интуицию. If you keep looking at your notes, you have all the meanings, but you have no intuition, no? Если вы просто по вашим записям, по книжкам изучаете, вы знаете все значения, но у вас нет интуиции, вы не чувствуете. You have to be a little obsessed. You understand? Obsessed? И вы можете стать очень одержимыми подсчетами. I'm very obsessive, so I learn numerology easily. Я очень легко становлюсь одержимым, поэтому я легко учил нумерологию. Ask somebody if they have a very small baby. Some of the people who are listening to us now. Anybody? They have small baby? Yeah, a small baby. Newborn baby. Напишите, пожалуйста, плюсик, у кого из вас маленький ребенок. Nobody? No. It's just a connection lag, so we need a few seconds. У кого из вас есть маленький ребенок? Напишите, пожалуйста. There's plus daughter 5 years. 1, 2, 3, 4, 5 people, 6. Everybody. Okay. Everybody. Give me one who is very young, very small, like очень маленький. Somebody who was born a not long time ago. Младенец, у кого прям младенец, напишите его дату. Like a baby who is less than 3 years old, for instance. Кто-то, кому меньше 3 лет, напишите. Меньше 3 лет, если у кого-то есть, напишите его дату полную. No, friend, your... да, 1 год, 2 месяца, напишите. Nobody has a child less than 3 years old? They have. This one, 11/4. 11 April? 11 апреля 2012 года.
Мария, твоего разберем. Which year? 2012. So the day is 11, the month is April, number 4, and the year is 2012. Yes. Okay. So very quickly, because it takes some time to do it in a deep way. Okay? No. Sorry, they mistaken. Маша, 2018, я не поняла. 11 апреля 2018, да? Ты ошиблась? They mistaken. 18. 18 is the day? No, the year 18th. 18 is 18. 2018, we're not there yet. Oh, okay, yes, okay. 11, 4, 2018, right? So the day is 11, the month is 4. Say it. The day is 11 and the month is 4. Значит, дата, день рождения 11 месяц, апрель 4. The gift is 9 because the last two numbers in the year is 18. 1 plus 8 is 9. That is the gift. Получается, дар это 9, потому что последние два числа года 2018 год, то есть 1 плюс 8 это девятка, дар девятка. The destiny is all the numbers of the year, so that's 11. 2, 0, 1, 8 makes 11. Okay? Судьба это 1 плюс, это все числа года вместе. 2 плюс 0 плюс 1 плюс 9. Это получается 11. Okay? And the path, all the numbers together, is... Путь — это все числа вместе. Is 8. Это восьмерка. The path is 8. Путь — это 8. Now, very quickly, I'm not going, but very quickly, is a boy or a girl? A boy... Это мальчик или девочка? Маш, куда ты пропала? We lost Maria. You lost the mother. She's not answering. Маша, ты тут? Я вообще не поняла, ты два раза написала 12-й и 18-й год. Я запутала нас. Девочка, she's a girl. And what's her name? Как ее зовут? She can't remember? Не можешь вспомнить. No, it's just a time for connection for Instagram. It doesn't work so fast. Natalia. Okay. The main thing they have to be careful about is that she always takes a position. She's never neutral. Самая главная вещь, которую тебе нужно знать от ней, то, что она всегда занимает какую-то позицию, она никогда не нейтральна. Вот это карма четверки, понимаете, апрель, да? То есть она никогда... Четверка — это нейтральный ум. The neutral mind doesn't work. The neutral mind doesn't work. Ее нейтральный ум не работает, то есть она всегда становится на какую-то позицию. Не бывает нейтральной. When she will grow, she will see two people fighting. Когда она вырастет, и если она увидит двух людей, которые дерутся. And she will never be patient to evaluate the situation. Она никогда не будет обладать достаточным терпением, чтобы возвысить эту ситуацию. She will immediately say, oh, he's right or he's right. Она сразу скажет, этот прав или этот прав. Okay. So, when she does that, she shouldn't be stopped. Shouldn't? No, because it's like she doesn't know how to be patient. Okay. Mm-hmm. If you tell the boy, oh, you have to be patient,
it just doesn't work. You make it worse. Ага, то есть ее никогда не нужно останавливать в этом. То есть если ты говоришь, нет, ты должна быть терпеливой, нет, ты должна быть терпеливой, это с ней не работает. Mother, she says that exactly is that she is the daughter. No patience at all. So, but at the same time, her gift, she's very intelligent. She's very intelligent. Но в то же время ее дар, она очень, очень умная. So in order to teach her to be neutral, to be patient, И вместо того, чтобы учить ее быть нейтральной, быть терпеливой, the parents have to stimulate her intelligence. стимулируйте ее интеллект. So that when there is a conflict, Когда есть конфликт, it's not white or black. это никогда не белое и черное. Her intuition tells her that there are very different possibilities. Ее интуиция говорит, что очень много разных возможностей. And then she will automatically start developing patience because she will realize that it's much more complicated than just black or white. Я поняла, я got it. То есть смотри, получается, что если развивать ее интеллект, она через свой интеллект начнет видеть, что возможностей и точек зрения очень много. Понимаешь, да? Что очень-очень много разных есть точек зрения через интеллект. Она это поймет. И когда она поймет это через интеллект, она начнет автоматически вырабатывать это терпение. Поняла? То есть не нужно говорить ей «будь терпеливой», нужно развивать ее интеллект, чтобы она увидела через интеллект, что возможностей много, и сама выработала эту нейтральность и терпение. Yes. Can I talk? Yes. And very quickly, the other problem is that she's a perfectionist. Еще одна проблема в том, что она перфекционист. So the parents have to be patient too. Так что вы должны быть очень терпеливыми тоже. Because she wants everything perfect. Потому что она хочет все идеально. And the solution there, with the way the numbers are put, is that the parents have to teach her that the only perfection is the perfection of the heart. И вы должны, то, что единственная вещь, которую вы должны научить ее, что единственная идеальность — это идеальность сердца. That when she uses the heart, she is perfect. She's perfect. Когда она использует сердце, она идеальна. Okay? Yes. Then sometimes, just as an example, sometimes I give people a mantra. Иногда я даю людям мантру. She's saying that the daughter has she's very strong emotionally and physically. And she's? Very strong emotionally and physically. Oh, physically, yes. And she's very intelligent, so it's no use trying to make her change her mind about something because she knows. No use to make her... To convince her to change opinion about something. Sorry, the live stream time is over. We need to reconnect again. Okay. Reconnect. Сейчас мы переподключимся, у нас время эфира заканчивается. Заходите, пожалуйста, прямо сразу. Я переподключусь. 2 seconds.